Добрый вечер, уважаемые друзья. Пятница, и начинаем наш очередной разбор в программе «Выборы». Начнем с того, что на этой неделе важное событие – визит государственного секретаря США Энтони Блинкена. Тут, знаете, как-то, с одной стороны, у некоторых какой-то безудержный восторг. Вау, к нам приехал сам. С другой стороны, у других истерика традиционная, Янки go home и так далее. Истина где-то посередине. Конечно, такой визит неплох, потому что, когда к нам приезжает чиновник США такого уровня, это всегда полезно. Об этом сказал даже президент Додон, о чем мы поговорим чуть дальше. То есть он прямо отметил, что это хорошая, позитивная новость. Но у него там идут «но». Я без всяких «но» скажу, да, новость, конечно, позитивная. Его, конечно же, встречали шоровские люди. Я сейчас вам просто перескажу несколько новостей, а потом просто объясню, как это все понимать, именно эти новости. Потому что это не совсем то, что многим кажется. Во-первых, толпа, которая была привезена из Гагаузии, пыталась заблокировать дорогу, по которой ехали из аэропорта делегация. Они были задержаны, там среди них этот активист Михаил Влах, который, как сейчас модно в гагаузской элите, сначала был против Шора, но в какой-то момент неожиданно прозрел и стал симпатизировать Шору. И вот он тоже там был, он был тоже задержан с улыбкой на устах. Многие удивлялись той фотографии, где его полицейские ведут, а он прямо, знаете, такая блаженная улыбка. А я понимаю почему, потому что задержание, видимо, оплачивается по отдельному тарифу, и тут все понятно. В это же время партия Возрождения, ее молодежная организация, проводила протест у посольства США с лозунгами «Янки go home». Там вообще практически были дети, но тем не менее тоже вот они там активно протестовали, там человек 20, может быть, было их. Глава гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила, что направила открытое письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором просят его обсудить с президентом Республики Молдовы Майей Санду недружественную политику Кишинева по отношению к Гагаузии. Как это все понимать? Тут, знаете, пытаются некоторые, что это вот все очень просто. Я вам как бы даю лайфхак, и запоминайте, все проекты, которые делает Шор, это бизнес, это просто стартап. Очень хороший, кстати, с точки зрения рентабельности. Поэтому ему же там в России надо объяснять, куда тратятся огромные деньги. И поэтому его люди генерируют идеи. Так, вот эти вот выйдут с плакатами, будут перекрывать дорогу. Вот эти выйдут к посольству. Гуцул напишет письмо. То есть это все вот мы как бы захватили повестку дня своими новостями. Значит, это стоит столько, это стоит столько, и это стоит столько. Поэтому таким образом это работает. Не ищите здесь какую-то глубокую либо конспирологию, либо идеологию. Это просто бизнес-стартап. Очень крутой в плане доходности, очень продуманный бизнес-стартап. Поэтому они будут много чего еще делать, но никогда не... Нет, рядовые люди, может быть, которые там в этом участвуют, помимо того, что они зарабатывают там какое-то баблишко, может быть, они верят даже в то, что делают. Но я вот убежден на 1000000%, что Шор вообще далек от каких-то этих вот там симпатий к России, антипатии к Америке. О чем вы говорите? Это бизнес, просто бизнес, и не надо пытаться тут найти ничего другого. Еще из новостей, которые тоже оттуда из России к нам прилетели, есть там у них такая Маша Захарова, печально известная спикер МИДа Российской Федерации. Она последнее время, у нее развлечения есть. Вот она буквально каждые там 2 дня выходит, делает брифинг, в ходе которого что-то говорит про Молдову. Их очень беспокоит Молдова. Да, их 8 лет беспокоила Украина. Вся новостная повестка Российской Федерации была посвящена Украине. Все ток-шоу, все даже фильмы снимали, брифинги МИДа. Мы знаем, чем это закончилось. Просто вторжение в Украину. Сейчас она буквально каждый первый, второй митинг, не митинг, а брифинг посвящает Молдове. И в этот раз она выдала прямо очень удивительную вещь. Она объяснила, почему в Молдове низкая рождаемость. Оказывается, никогда то есть это невозможно угадать. Вот если, почему вы считаете? Начнут там разные социологические, экономические, финансовые, там, не знаю, даже вызовы нового поколения, нового столетия. Нет. Маша Захарова все четко объяснила. Потому что молдаван отправляют на военные учения вместе с солдатами НАТО. Рождаемость падает. Как после этого не упасть рождаемости, когда все мужчины на учениях с НАТО? Просто неизбежно. Да, и не важно, что на самом деле это бред, потому что участвует только наша армия национальная, которая очень маленькая, в которой срочники, которые не являются, как правило, семейными людьми, то есть
Они не могут никаким образом влиять на рождаемость. И даже не важно то, что у нас рождаемость лучше, чем в России. Это все не имеет значения. Важно то, что Маша вышла и высказала свой бред. А все местные эти вот пропутинские Z-телеграм-каналы подхватили и вот этот вот весь бред разбросали в информационном пространстве. Парламент Молдовы вчера принял декларацию с осуждением политики геноцида Российской Федерации против Украины. За проголосовали, естественно, вся фракция ПАС плюс один независимый депутат. Ну, соответственно, вся пророссийская оппозиция, блок коммунистов-социалистов, там осколки шаристов, они вообще не участвовали. Как бы против тоже как-то не хочется, но и за они, ну как можно осудить своих хозяев. И в декларации также упоминается, что сотни детей были убиты и тысячи детей получили ранения, став наиболее незащищенными жертвами агрессии. Более того, почти 2/3 детей в Украине стали вынужденными переселенцами, и около 2 миллионов детей вместе со своими матерями были вынуждены искать убежище в других странах. Пророссийские даже умудрились повозмущаться, как же так можно? Как вы смеете? Подумаешь, ну забрала Россия, там депортировала, угнали к себе там часть детей. Ну, часть детей погибла, ну, часть вынуждены были бежать, там много раненых. Ну и что? Возмущена наша пророссийская оппозиция. Вот подумаешь, ты за каких-то детей саму Россию осуждать. Да как вы смеете? Цирдия даже задался вопросом там в своей телеге. А почему нет сочувствия российским детям? Да, они тоже гибнут. Конечно, да, они, и правда они гибнут с того момента, когда Украина в 2014 году вторглась в Россию. Вы же знаете, да, там в России была такая область Крым, Донбасс, туда вторглась Украина, захватила их. И с этого момента началась длинная война. Длиной 8 лет, которая в 22 году, 24 февраля, Украина вообще вторглась, полностью подошла к Москве, забрала 20% территории России. Ведь все таки было, мы же знаем, как все происходило. Поэтому и гибнут дети с обеих сторон. Во всем виновата Украина, которая ведет эту агрессивную войну, нападает на Россию, захватывает ее территории. Видимо, все так происходит в голове у Цирди. Ничего удивительного, наверное, так, как бы такое может быть. Да, а вот его шеф по партии, по крайней мере, потому что там как бы насчет шефов можно поспорить, кто у него на самом деле шеф. Но Дадон записал вчера, в четверг, свое видео, которое он обычно по пятницам, но он объяснил, у него есть объяснение, как бы, да, оправдание вполне себе обоснованное. Дело в том, что у него есть традиция. Он 31 декабря, хотел сказать, ходит в баню. Нет, 31 мая он участвует в линейке в своем родном селе, в школьной линейке. Но не просто там приходит, знаете, постоять, там, поздравить детей. Он раздает лучшим ученикам грамоты. Понимаете? Это же какая должна быть у человека какой-то наполеоновский комплекс. Дадон, представляете, этот ребенок потом, не знаю, руки не будет мыть, которыми потрогал Дадона, наверное, до конца жизни. Он раздает грамоты детям, понимаете, вот. Я понимаю, знаете, если бы он раздавал детям, допустим, дарил бы там телефоны или планшеты, или велосипеды, или что он грамоты, понимаете, вот радость какая детям, что они теряют еще лишний час, пока Дадон им раздает грамоты, держит всю школу на жаре. Вот такое. Ну, ладно, это как бы, если там учителя согласны играть в такие игры, хорошо. Но в этом своем видео он там много чего интересного сказал. Например, визит Блинкена. Говорит, хорошо это, очень хорошо, прекрасно, про Молдову говорят, о нас вспоминают, это просто замечательно. Но, говорит, плохо, что он приехал поддержать Санду на выборах. Этот, кстати, бред, видимо, им кто-то скинул там из Москвы, потому что сейчас, я заметил, многие пророссийские начали вот эту чушь говорить. Понимаете, Блинкен, госсекретарь США, он приехал поддержать Майю на выборах. Да, а что вы удивляете? Ну вот как к Дадону что же приезжал? Киркоров, там, Басков, кто там этот, как его, Лепс. А к Майе Блинкен приехал, позвала его, говорит, приедь, спой тут у нас. Но они в это верят, похоже. То есть я не удивляюсь, понимаете, да, ему прислали, может быть, это откуда-то из Москвы, но он так посмотрел, да, точно же, я же так и знал, что он не просто так приехал, то есть он как бы и в другие страны, он Европы посетил, там тоже, наверное, какие-то выборы есть, может быть, там выборы каких-то примаров в селах. Почему он не может, Блинкен, прилететь поддержать? Обычное же дело, то есть, да, почти как Филечка, Киркоров. Потом Дадон говорит, что надо проверить, куда делась американская помощь. Здесь, знаете, вот когда такие вещи говорят, у меня двоякое ощущение. С одной стороны, безусловно, правы те, кто говорит, что надо всегда проверять особый мониторинг этой помощи, которая прибывает, потому что особенно то, что попадает в разные неправительственные организации. Но, с другой стороны, почему мы должны проверять, куда
тратятся деньги американских налогоплательщиков. У них есть там журналисты-расследователи, у них есть, в конце концов, органы, которые занимаются расследованием, там всякие там ЦРУ, ФБР и так далее. Пусть изучают, куда эти деньги идут, какой эффект от этих денег, вот эти миллионы, которые там тратились на разные, на реформу юстиции, на продвижение в масс-медиа каких-то свобод, демократии и так далее, где результат от всего этого. Так что, да, с одной стороны правильно, но с другой стороны это не то, о чем должна болеть голова у молдавского народа, куда тратятся американские деньги. Об этом должны думать сами американцы. Потом по поводу пакта за Европу он прокомментировал, он говорит, так этот пакт за Европу, это вы подписали пакт за то, что Майо Санду опять станет президентом. Но здесь интересно то, как он обратился. Он говорит, я здесь обращаюсь к моим бывшим коллегам, Кику, Чебану, может быть и будущим. Может быть и будущем. Это вообще тут интересно тогда. Ну, он как бы продолжает тему про этот пакт, говорит, нет, а давайте подпишем пакт за мир. Зачем нам пакт за Европу? Вот пакт за мир подпишут все. Давайте я могу тут еще предложить Дадону идею. Давайте подпишем пакт за то, чтобы все жили хорошо. Пакт за то, чтобы не было болезней. Пакт за, не знаю, за то, чтобы солнце светило и чтобы оно вставало тогда, когда оно рассвет у нас в календаре, и заходило тогда, когда закат. Я считаю, это очень важно. А кто против? Вся оппозиция должна это подписать. Ну, вот примерно так говорит Дадон. Как будто, знаете, вот у нас-то как бы мы ж войну хотим. Вот в обществе сидим постоянно такие, так, блин, вот если бы не Дадон, мы бы уже войну начали. А тут он приходит и говорит, давайте пакт за мир подпишем. И сразу как-то уже нам неудобно войну начинать. Хотели вот на Россию напасть, все нам испортил Игорь Николаевич. Да, он говорит, давайте подпишем пакт за мир. Они, кстати, мы там чуть дальше поговорим об этом, они сейчас проводят там мероприятия по этому поводу, типа как за мир. Но это как бы отдельная тема, мы о ней поговорим чуть дальше. Потом, говорит Дадон, многие спрашивают, почему он до сих пор себя не объявил кандидатом на пост президента, понимаете? Он идет по улице и вот подходят люди, говорят, Игорь Николаевич, так ну когда жахнем? И тут Дадон говорит, как бы говорит, я за общего кандидата. И тут он выдает, как говорится, как говорят сейчас подростки, базу. Он говорит, я за то, чтобы все политики отказались от своих амбиций и выбрали общего кандидата. Это, знаете, это так прекрасно. Это вот он прямым текстом говорит, ребята, вы все от своих амбиций откажитесь, потому что я не могу. Я как бы типа тоже отказался. Вот мы все вместе откажемся, посмотрим вопросы, увидим, что я чемпион, и выдвинем Дадона. Судя по всему, это так и будет. То есть у меня уже, знаете, чем дальше, тем меньше сомнений в том, что он будет выдвигаться на... Да, вот сейчас там в Москве происходит какая-то дикая резня ментальная среди сторонников России. Там Шор бегает, там другие. То есть вот буквально до 10 числа, до 10 июня, я так понимаю, решится вопрос все-таки, кому будет отдан приоритет. Да, не будет единого кандидата, уже точно не будет, потому что пойдут несколько отдельных колонн разные, но Россия не будет всех их поддерживать, им-то это зачем? У них кто-то будет главный кандидат. Вот кто будет их главный кандидат, пока они не определились. Ну, условно говоря, где-то близко они к этому, но еще не до конца. Поэтому вот мы посмотрим, до 10-го, наверное, нам объявят, ну, не то, что они не будут его объявлять, естественно, то есть это как-то, ну, это станет ясно, на кого делает ставку Россия. Хотя, знаете, я не исключу, что будет такой вариант. Шор скажет, вот Россия делает ставку, ну, условно, Лунгу, допустим. Это я сейчас как бы импровизирую. Дадон намекнет, что вообще-то сделали ставку на него. Там какой-то там Воронин скажет, ну, дети вы все поддерживают меня. Ну и так далее. То есть я не исключаю, что будет такая разводка. Тогда да, будет тяжело, тогда надо будет уже искать какую-то скрытую информацию для того, чтобы понять все-таки, кто из них настоящий. Но как бы вот остаются буквально считанные дни до момента, когда это будет решено. Потом еще интересную штуку выдал Дадон. Он говорит, когда про Чебана он нам что-то говорит, мы с Чебаном вообще-то постоянно в контакте, очень хорошее у нас сотрудничество. Говорит, вот сегодня, наверное, опять встретимся. Говорит, понимаю, поддерживаю его позицию, вот то, что он отказался баллотироваться на пост президента, говорит, это взрослая позиция, он серьезный мэр, он будет, короче, Дадон доволен, что Чебан не идет на пост президента, что он будет заниматься примарией. Мне здесь, ну, во-первых, больше меня заинтересовало, с чего они так дружат опять? То есть Дадон, который говорил, что и он хамелеон, что вообще этому человеку нельзя верить, а мне опять кенты. Они опять, у них все нормально, опять, он говорит, мы постоянно общаемся. Правда, Чебан это не подтверждает.
Может быть, Дадон его подставляет, говорит, вообще-то вот мы такие друзья, вот прямо вместе там сидим по вечерам, как бы вот я, он и портрет Путина, выпиваем там русскую водку, а Чубан говорит, ну нифига себе, я и не знал об этом. Может быть такое, пока подтверждения нет. Но если это правда, то это, конечно, очень интересно, как это наш проевропейский мэр, такой вот большой друг пророссийского Дадона. Что это вообще такое происходит? Как-то я вот пытался на этой неделе заманить Чебана на интервью, но пока не откликается. Так что, ну, еще на следующей неделе попробую. Хотя тут, знаете, тоже у меня такой как бы принцип, если человек нас долго игнорирует, то просто его в бан. И потом перед выборами они все захотят, но как бы, да. Так что вот так. Ну, интересное вот такое сотрудничество у Дадона с Чебаном, по крайней мере, с его слов. Потом он говорит, что не надо, это вообще фраза, знаете, как ее, он ее когда сказал, вот Дадон, когда говорит, он иногда выдает такие вещи, которые, может быть, потом жалеет. Но он говорит, не надо нам никого слушать, ни с Запада, ни с Востока, ни с Вашингтона, ни с Киева, ни с Бухареста, ни с Брюсселя. Остановился, потом понимает, что как-то пропустил он кого-то, Москву пропустил. Говорит, всех не надо слушать, но вот как-то... Он говорит, и даже с Москвой. Я думаю, сейчас скажет, не надо слушать. Он говорит, должны быть прагматичные отношения, понимаете? Никого не надо слушать, ни с Востока, ни с Запада, ни Киев, ни Брюссель, никого. Говорит, и даже с Москвой должны быть прагматичные отношения. Как-то вот палится Игорь Николаевич, прямо вообще... Он как бы и не с теми, и не с этими. Шиничку Весту, Шиничку Есту, Дарку Москова. А что делать? Вот без этого как-то никак не могут. Потом он тоже выдал какую-то фразу, мягко говоря, удивительно. Он объяснил, почему у нас нет инвесторов. Ну, как бы да, это известно, плохо идут инвестиции в Молдову. Но это не потому, что идет война. Это не потому, что у нас непонятно, что будет после выборов, что придут какие-то шаросята здесь и устроят здесь ДНР или еще что-то. Нет. На самом деле инвестор не приходит, потому что Майя Санду их пугает тому, что русские придут с войной. Русские-то никуда не ходят с войной, они там дома у себя в России, их нет в Украине, они не говорят, что они скоро захватят Одессу, что скоро войдут в Приднестровье, в Гагаузию. Этого всего нет, это все придумала Санду, и она пугает этим инвесторов, понимаете? То есть инвесторы открывают новости, а там Санду такая сидит и пугает их, говорит, скоро русские придут. А войны-то нет никакой. Это, вот знаете, я иногда, когда смотрю их, вот реальное ощущение, то есть либо они считают, что у нас население просто дебилы, имбецилы, которым вот можно любой бред говорить, и ты такой, точно, вот, да, так и есть. Либо что это, как это вообще возможно, вот такое вот, чтобы вот такую хрень человек говорил на полном серьезе, и были люди, которые ему лайк. Кстати, не забудьте поставить лайк под это видео, не под Дадона, а под наше видео, и поддержать нас материально, если у вас есть возможность. Идем дальше. Шор. Шор продолжает подыгрывать кремлевской пропаганде, не стесняясь уже вообще, и он формирует уже, знаете, такую повестку, вот точно как раньше они формировали против Украины. Он говорит, не знаю, какую они нам привезли помощь, ну, типа американцы. Знаю, что в Молдову за последние полгода ввезли оружие на $500 миллиарда. Запад, говорит, любит создавать площадки для войны не своими руками. То есть это вообще для чего все это делается? Для того, чтобы потом Россия могла сказать, если они доберутся до наших границ, говорит, так, а вот же нам докладывали, что у вас там на $500 миллиарда, а это против кого оружие? Против нас. У нас не было выхода, поэтому Кишинев превращен в Мариуполь там, или в Волноваху, или еще в какой-то город, который полностью уничтожен Россией. Да, мы вам потом его отстроим. Вот смотрите, там 3 новые 9-этажки построили где-нибудь там, не знаю, где будет расчищено первое место после бомбежки. То есть это, конечно, вот то, что он творит сейчас, это какой-то новый уровень вредительства. И вообще Шор начал сейчас, вот он выступал на России-1 у этого Владимира Соловьева, главного рта российской пропаганды, и тоже там жаловался на власть, на Европу, на то, как все плохо, как надо с Россией. То есть это, знаете, что мне напоминает? Если вот вы следили за российским этим ток-шоу, там у них были такие профессиональные украинцы, вот как, например, Кива, как там был еще этот лысый такой один, я забыл, как его фамилия. Короче, вот чуваки, которые ходили, и, Кива был вообще, он как бы такой, он правильный украинец, он хотел, чтобы Украину скорее захватили, разбомбили, всех убили, то есть хороший, нормальный
украинец. И чтобы он там потом танцевал в шароварах в красных ГПК и веселил русский народ. Ну, были неправильные, которые просто приходили на ток-шоу, чтобы их там закидали дерьмом, и чтобы как бы все получили моральное удовлетворение. Вот Шор, как он сейчас изображает правильного молдаванина, который за то, чтобы Молдова была полностью под Россией, чтобы отрезать ее от всех финансов Запада, от всей помощи, и чтобы мы были такими. И это это переход его на новое качество. Я даже не исключаю, что он как бы, ну, он себя это видит такое на перспективу. Потому что, знаете, это может быть вам хихи-ха-ха, но на самом деле это и с точки зрения денег. Ходить по этим ток-шоу, то есть там реально люди зарабатывают миллионы. Это, знаете, у нас в Молдове, у нас даже ведущие не зарабатывают нормально на всех телеканалах, даже на тех, которые богатые телеканалы. А в России там гости получают, было множество журналистских расследований, то есть они там в месяц получают очень-очень серьезные суммы. Поэтому, может быть, Шор так себя видит, что как бы в Молдову он не вернется, он будет вот профессиональным молдаваном, будет выходить там что-то рассказывать, как все плохо без России, как надо скорее Молдову освободить от молдаван, чтобы мы наконец-то задышали, зажили и встречали там на развалинах русских мамалыгой и там, не знаю, и молдавским вином, которое будет привезено из Италии. Так что, возможно, это будет так. Ну и еще вот из этих вот новостей, из той же серии, но как бы не прямо про Шора, хотя, может быть, опять про него, не знаю. В Кишиневе прошла учредительная конференция общенационального антивоенного движения «Молдова против войны». Смотрите, Дадон об этом говорит, Шор об этом говорит, все говорящие головы России в Молдове об этом говорят. И вот неожиданно проходит такое общенациональное движение, и там какие темы? Первая тема – обсуждение влияния агрессивного меньшинства, которое контролирует СМИ и государственные институты на формирование общественного мнения, понимаете? Весь-то народ Молдовы за Россиюшку, хотят, чтобы быстрее пришли, освободили нас от страны, от имущества, от всего. Но есть вот меньшинство агрессивное, которое не хочет этого, которое, оно говорит, давайте нападем первые на Россию, нанесем удар, от которого она не оправится никогда. Опять-таки, ну, если нас кто-то смотрит из-за границы и вообще не имеющий отношения к Молдове, они, может, ну да, что-то, может быть, так и есть. Но кто в Молдове вот в эту всю херь поверит? Но, повторяю, это все делается не для Молдовы и даже не для России. Это бизнес-проекты. То есть, знаете, это как вот грант. Давайте сделаем грант про спасение котиков. Значит, напишем там в посольство Швеции, что нам нужно для этого 10 тысяч евро. Мы проведем конференцию, покажем слайды с котиками, попьем кофе, и вот мы разошлись. Вот примерно то же самое, но с другой стороны. То есть и тоже это сейчас работает, тоже у России сейчас есть запрос вот на всякую вот такую вот тематику. Все же хотят напасть на Россию. И поэтому ей приходится нападать на всех, потому что, ну, превентивно действуют. А что делать-то? Выхода-то никакого здесь совершенно нет. Там еще пункт, что есть призыв к активному участию каждого гражданина в сохранении государственности Республики Молдова и объединение усилий для остановки и деградации страны. Надо еще всем объединиться, да. Ну и инициатор всей этой тусовки выступила Общественная ассоциация «Республика» в сотрудничестве с другими общественными организациями, учеными, дипломатами, журналистами. Короче, там, знаете, люди, которые некоторых я лет 15-20 не видел, которые раньше ходили по всем этим пророссийским тусовкам, потом как-то их всех забыли, ни в какие партии их не пристроили. И тут вот они вот почувствовали, что а что это мы пролетаем мимо кассы? А ну давайте вот замутим. И замутили. Но, знаете, там... Что меня немножко, да, наверное, уже не удивило. Нет, не удивило. Там был Кику, и он тоже там присутствовал, наш проевропейский политик, которому не нравится Европа, не нравится европейская дипломатия, не нравятся европейские ценности, ему все не нравится, но он проевропейский, он так вот, он себя позиционирует. Он проевропейский, но как бы против Европы, но проевропейский, да, и против послов европейских, и против всего, да. Или он просто ходит теперь везде вообще, куда его позовут, зовут Кмарар, идет туда, зовут на эту конференцию, пойдет туда, там, что там, не знаю, на месячник ЛГБТ пойдет, наверное, нет, потому что тогда его в следующий раз не позовут на такую конференцию. Да, странно, что там не было одного эксперта по безопасности, который считает, что для безопасности молдавской армии не надо проводить учения, потому что его хозяевам не нравится учение, значит,
какая же тренированная армия. Настоящая безопасная армия – это та, которой нет в стране, которая находится под внешним контролем страны-оккупанта. Тогда все нормально. И тогда безопасность работает. Ну и еще из новостей про шоровские движухи. Алексей Лунгу, председатель партии «Шанс», шоровской партии, он на днях посещал там, в Москве форум БРИКС-24. Так вот, он в аэропорту предъявил удостоверение личности на государственном контроле румынское. Румынские документы. Эту информацию предоставили для издания Ziarul Digarda представители пограничной полиции. И у меня только один вопрос. А как вот никого не смущает, что они все время говорят, что румынская гражданка Санду не может работать в интересах Молдовы, потому что она румынская гражданка. А Леша из «Шанса» может, он тоже румынский гражданин, но он может, потому что гладиолус, потому что. Да, я, кстати, когда его знал, мы же с ним работали в одном холдинге, и там, на самом деле, в холдинге практически все были проевропейцы, многие были унионисты, и я там не знал, да, по-моему, ни одного пророссийского. Но вот каким-то образом оказалось, он теперь пророссийский, но паспорт остался. На память, наверное, оставил воспоминания о прошлом, да. Ренато Усатый заявил по поводу группы Би-2, что они на самом деле не просили гражданства, а власти им сами предложили это. И типа это такой пиар-ход перед русскоязычным населением. Я не знаю, у меня нет никаких инсайдов по этому поводу, но я просто как бы беру эту новость как инфоповод. Я как-то забыл, пропустил раньше с вами об этом поговорить. На самом деле, я считаю, это надо тоже обсудить. Вот эта ситуация с гражданством. Сейчас говорят, будут какие-то другие получать, там, певцы, журналисты, еще кто-то российские. Я не понимаю этого, честно говоря, потому что я вижу два варианта, как можно получить молдавское гражданство. Либо по процедуре. Идешь, сдаешь экзамен на язык, у тебя есть основания, то есть ты либо прожил в стране сколько-то лет, либо ты женат на гражданине или замужем с местным гражданином, или ты, там, не знаю, какие есть еще причины для получения гражданства, или ты родился в Молдове. То есть что есть по закону. И понятно тогда. Сдал все экзамены, язык, все, ты получаешь гражданство. Не вопрос. Закон есть закон. Другой вариант, президент может своим указом выдавать за какие-то заслуги. Окей, это тоже нормально, так во всем мире происходит. Но у меня вопрос в этой ситуации. Это не фронтмены этой группы, это какие-то бэк-музыканты, которые там стоят за спиной, которых никто не знает имена. То есть выдача гражданства им, что это дает в плане имиджа Молдовы? Они теперь станут молдавской группой, молдавская Би-2, они будут, когда где-то гастролировать, будут говорить, что вот выступает молдавская группа Би-2. Так? Сомневаюсь, потому что у фронтменов другое гражданство, там у них, по-моему, Израиль, там еще что-то. Тогда что мы от этого выиграем? Может быть, они начнут налоги платить на территории Молдовы? Очень в этом сомневаюсь. Ну, тогда не совсем понятно, зачем это произошло. И тут, знаете, вот главный вопрос или опасение, вот чтобы не получилось так, что лет через 10 кто-то из этих музыкантов где-то в интервью там у какого-то условного Дудя будет говорить, вот была такая ситуация, с Россией тогда тусанули, и тут неожиданно подходит к нам человек, говорит, у меня там есть концы в Молдове, хотите гражданство? И говорит, а мы, да, вы нормально, как бы по цене сторговались и купили. Вот чтобы не произошла такая фигня. Вот почему-то я очень боюсь, потому что у меня рациональных объяснений, как это могло произойти, у меня их нет. То есть либо это коррупция, либо это просто какой-то глупый поступок. Зачем это было сделано? Потому что ни имиджевых никаких приобретений для Молдовы, они не собираются здесь жить, им просто нужен паспорт, чтобы их не депортировали, условно говоря, из какой-то третьей страны в Россию. Вот и все. Чтобы с нашим паспортом кататься по миру. Так это зачем тогда такое произошло? Давайте тогда вернем это. Вот помните, была идея выдавать гражданство за инвестиции. Условно говоря, вложили 500 000 в экономику Молдовы, получи паспорт. Вариант. Такое действует во многих странах. Почему нет? Но просто так? Или все-таки кто-то положил себе $500 000 в карман, или там, не знаю, там 200 тысяч, или 100 тысяч, или 150. Как-то все это немножко, как по мне, странно. Ну, надеюсь, что не так все, не так плохо, как кажется. Тарлев наш царь Лев, как говорит мой коллега Сергей, экс-премьер-министр Молдовы, на секундочку, много-много лет назад. Он вот сейчас дал интервью и говорит, что возвращается в политику, видит, что без него не идут дела.
Надо возвращаться Тарлеву в политику. А что делать? Говорит, что провел переговоры с рядом оппозиционных партий по поддержке его кандидатуры и возмущен Василий Тарлев. Говорит, это цирк какой-то. Каждый тянет одеяло на себя. Говорит, в лицо все меня хвалят. Никто не против. Но потом в личной беседе предлагают вступить в их партию. А если я буду в другой, то уже говорят, что не будут за меня голосовать. Я считаю, это просто возмутительно, потому что да что вообще себе эти люди позволяют? Как так можно? У меня просто слов нету. Почему они не поддерживают Тарлева? Я считаю, что это лучший кандидат для всех пророссийских сил. Я считаю, что они должны вместе собраться и принять решение. Василий Тарлев наш президент. Я в этом искренне убежден. И я думаю, что тут именно, как говорит Дадон, надо отбросить свои амбиции и всем вместе поддержать Тарлева, проголосовать за него. Я даже не знаю, что может быть лучше, чем Василий Тарлев для этого сегмента оппозиции. Еще одна новость, которую я хочу сегодня прокомментировать для вас, это про фейки. Власть предупреждает о том, что сейчас в сети распространяются дипфейки, видео подделанные. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Даниил Вода. Он сказал, что на сайтах с пиратскими фильмами, там же, знаете, как постоянно вставляется реклама. И вот там крутятся на румынском языке фейковые ролики, которые продвигают ложные и вымышленные нарративы. У меня по этому поводу два вопроса, даже три. Во-первых, как они об этом узнали? То есть там в правительстве смотрят пиратские видео и, соответственно, смотрят и рекламу. То есть я понимаю, что сейчас многие скажут, ой, типа, а ты не смотришь? Да, я реально уже несколько лет не смотрю, нужно года 2 точно не смотрю пиратские видео. Я подписан на несколько нормальных сайтов и смотрю видео в нормальном качестве, без всякой этой тупой рекламы, и как бы меня это вполне устраивает. Я думал, что в нашем правительстве люди тоже не смотрят пиратские фильмы, тем более, что, скорее всего, здесь эти сайты пиратские на русском языке, потому что обычно они оттуда. По крайней мере, раньше, когда я смотрел, они все были оттуда. Второй вопрос, почему просто нельзя взять и заблокировать нафиг эти сайты? То есть в чем их проблема, я не понимаю. То есть говорят, вот там есть фейки, окей, там пиратские видео, окей, то есть как бы и то плохо, и то плохо. Что вас останавливает? Взять просто и поставить блок на IP, до свидания, сайта больше нет. Зачем нам рассказывать про эти истории? Сообщите, выйдите, там пресс-релиз, заблокировано 15 сайтов, которые... Или вы просто тогда не сможете смотреть эти видео дальше. Или там кто-то из правительства не досмотрел сериал любимый, поэтому хотят сначала досмотреть, а потом сайт заблокируют. Непонятно. Ну и третий вопрос. А это случайно вообще не скрытая реклама этих сайтов? То есть, чтобы люди там зашли, а там еще заодно посмотрели рекламу проставочки, потому что раньше, когда я смотрел, там в основном реклама была проставки. Да, как-то немножко все это странно. Нет, я за то, что надо бороться с фейками и очень активно. И все жду. Кстати, мне сказали, что Патриот, оказывается, работает. Я не шучу, мне реально сказали, что они работают. Они провели большую работу. Вот я сейчас не прикалываюсь, я вам говорю, что мне сказал человек. Говорит, что они там что-то классифицировали, систематизировали, и скоро начнут. Ну, дай бог, посмотрим. Наконец-то хочется увидеть хоть какой-то от них результат, потому что, как говорится, замахнулись сильно, а пока не видим ничего. Так что да, и, конечно, то, что в Телеграме, это сейчас самая конченная платформа, где просто творится беспредел, потому что у меня сейчас очередная как бы сессия сотрудничество с внешней компанией, которая заказывает мониторинг социальных сетей Молдовы, и я вижу, что самые оторванные комментарии, которые вообще просто как бы за гранью закона, за гранью этики, морали, это в Телеграме. Потому что там вообще нету никакого контроля, никакого... То есть Facebook сейчас банит практически за любой чирик. В Телеграме творится полный беспредел, и, конечно, если не будут приняты никакие меры, потом что вы удивляетесь? Да и наркота вся продается через Телеграм. Подпишитесь на канал EGP, инспекторат генерал де полиция, и там постоянно выявляют людей, именно которые через Телеграм распространяют. Поэтому, может быть, что-то стоит сделать с этой платформой, или будете выходить нам просто сообщать о том, что там появляются фейковые новости, не верьте в них, пожалуйста. Не верьте, это все фейк. Может быть, все-таки как-то отреагируйте, а не будете нам рассказывать, во что верить, а во что не верить. Все, друзья, у нас сегодня короткий немножко выпуск. Я прошу прощения, что мы без модератора.
Но уже с понедельника все будет как обычно. Будем работать в обычном режиме. Желаю вам отдохнуть на эти выходные. У нас, по крайней мере, в Кишиневе началось лето, хотя оно официально завтра начинается, но у нас сегодня погода уже, видите, вот я так пришел, это летняя погода. Поэтому давайте хорошо отдохнем, а в понедельник опять в бой и опять будем разбирать там, что происходит в нашем информационном пространстве. Всего вам доброго, пока.